что он бросал яйца. Nobody likes school. Вы любите школу, а? Это первая школа Алмера. Да. Публичная частная школа, так сказать. Здесь есть публичные, есть частные. Но вот это вот публичная школа, но она в том числе частная, потому что это школа от банка. Вот эта вся площадь, огромная здесь площадь, принадлежит банку. Брадеско — это крупнейший банк в Бразилии. И вот в этой вот красной школе он учился до 4 класса и потом переводится в другую школу уже для, как это сказать, типа подростков, где можно дальше учиться. В эту школу можно попасть только тем, кто есть, у кого хоть какая-то связь с банком. Алмер говорит, это было первое место, где он встретил вот так вот очень бедных и очень богатых людей в одном месте. Ребенок президента банка или ребенок женщины, да, мужчины, не знаю, кто моет полы в этой школе. Не в школе, а в банке, то есть любые сотрудники банка Могут идти в эту школу, учиться в этой школе. Вау, смотрите, какая красота. Алмер сказал, это студенты сами делали. Вот всю площадь всего вот этого, что принадлежит этому банку, все школы, там улицы, дома, дети сами оформляли. Такая красота. Все дети должны, то есть они учатся бесплатно, абсолютно бесплатно. Не нужно платить за обед, тебе школа предоставляет все. Кроме того, если у тебя нет денег, то есть ты ребенок уборщицы, у которой нет денег на покупку вещей, потому что тебе нужно носить униформу, на покупку, допустим, там, книжек, тетрадок, тебе банк полностью обеспечивает все. Но тебе нужно, естественно, доказать, что у тебя нет денег, и банк выделит средства на покупку всего этого. Смотрите, какие бабочки! Art school. You did something here? Да? 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 You remember? Ла-ла. Это имена учеников? Да. Классно. Динозаврики. Так, прикольно. Кроме того, здесь, вот получается, после 4 класса ты идешь в другую школу, которая тоже этому уже банку принадлежит. И когда тебе исполнится 15 лет, если ты очень хороший студент, то ты имеешь право работать в банке. То есть именно как сотрудник банка уже быть. Там будет меньше часов, чем для взрослого человека. Но не только там полы мыть или что-то такую работу делать, но если ты прям какой-то спец, я не знаю, в математике, то тебе могут дать прям поручить серьезные какие-то вещи выполнять. Классный такой толчок. Классное подспорье для детей, сотрудников банка. Как он сказал, это публичная частная школа. Ну, по сути, это частная школа, мне кажется. Он сказал публичная, потому что она бесплатная. Здесь публичные школы, они бесплатные, и образование там, как правило, плохое. Я как-то познакомилась здесь еще, когда была там, месяцев 6 назад с девочкой, и она говорила, там, типа, английский плохо знает, потому что она училась в публичной школе. И, типа, у нас английский был ужасный. Не только английский, но и все. И, типа, публичные школы здесь прям очень плохие, но бесплатные. И, типа, если есть возможность платить школу частную, то лучше, родители стараются засунуть детей в частные школы. What about private school? It's expensive? Depends on private. But normally it's like expensive. If it's private, it's expensive. Ну вот как бы так. Если частная, то дорогая. Здесь все так продумано. Вот это вот получается площадь, которая банку принадлежит, да, она вся обнесена забором. Но вот здесь вот через дорогу тоже здание этого банка с лабораториями. То есть это не здание банка, а здание школы. И вот чтобы дети не выходили на улицу, они здесь, под землей, у них есть переход подземный. Все для безопасности. Вау, so cool.
Я думала, вот эксплуататоры. Типа детский труд их эксплуатируют. На самом деле, оказывается, дети делают все это на бумаге, отдают рабочим, и рабочие уже переносят это на стену, покрывают цементом. Here are the names of people that do this. Это имена тех, кто делал все эти вещи. Черепашки. Найс. Когда Алмер был еще маленький, когда учился в первой еще школе, его отец был уволен, и он переживал, типа, что ему придется уже уходить из школы, но, типа, сказали, ничего страшного, ты уже в школе, и ты можешь учиться. То есть, мне кажется, даже такой вариант прокатит. Устроиться уборщицей, если у тебя нет денег, работать в банк и потом просто уволиться. И все. После того, как устроишь детей. Классно? Вот опять же русский ум. Ну, я думаю, бразильцы тоже такие же. Вот этот вот разбойник делал следующее. Вот эта школа для взрослых уже, которые, получается, после 4 класса. Для подростков. И вот когда он уже был постарше, он приходил сюда с друзьями, негодяй такой. И если окна были открыты, он бросал яйца. Ай-яй-яй. Хулиган. Are you missed? No. No? No. Nobody likes school. Nobody? Yes, me too. I don't. Вы любите школу, а?